направо, потом поверните направо. Ребят, всем привет! Доброе утро, понедельник. Начинаем очередную неделю. Начинаем ее с выезда из автосервиса. Вернее, так скажем, из шиномонтажа. Поменяли мне диск. Через 100 метров поверните направо, потом на втором повороте поверните направо. В итоге, как я и думал, в диске вот такая трещина уже организовалась. И она все увеличивается. Короче, поменяли мне это дело. 225 евро обошлось. Ну, шеф на карточку мне выслал деньги, я оплатил. Вернее, еще не выслал, я уже просто у меня были, вот сейчас вышли, чтобы время не тратить. Через 100 метров. Едем мы сейчас в магазин, потому что, друзья мои, продукты у меня заканчиваются. А мне нужно, грубо говоря, как минимум на недельку затариться. Ну, полчасика. Я сообщил, говорю, Игореха, у меня труба дела. Осталась только каша и кофе. Он говорит, нет проблем, конечно, заезжай. Купишь там, что тебе надо, и езжай на выгрузку. То есть, видите, такое спокойствие, нет такого. Нет, Олег, давай быстрее, езжай на выгрузку, там тебя ждут, все дела, знаете. Все очень по-человечески. Ну там уже вообще, конечно, там уже полдня и колесо пустое. Ну, то есть нагрузка возрастает, конечно. И надо было менять. Что мы и сделали. Можно было вот туда ехать прямо в Алдик. Но мне все равно по пути получается Брейнфилд, чтобы не выезжать и там не искать места, я заеду здесь, в Алдик. Наш магазин, сколько мне тут? 10 километров проехать. Ну а так, простоял нормальное место возле этого сервиса, нашел теперь, где можно постоять, если занят Рейнфилд, все паркинги. Здесь так нормально. Правда, перед выездом приехала этот домик на колесах. И встал передо мной. Хорошо, у меня там 3 метра было на выезд. Задом сдал и выехал. Ну ничего, так нормально. Кстати, и туалет там есть рядом, био. Ну там на заправке. Там на заправке, типа, раньше был Автохов, сейчас елка такая, она уже бесплатная. Потому что там автоматические заправки. Ну и они заняты были, когда я приехал с парома. Ну а по парому мне надо было 24-ку стоять в этот день. У меня получилась 45-ка, правда есть маленькое нарушение. Обычно 45-ка, если бы я знал, что буду ровно 45-ку стоять, то вытащил бы карточку. А так она осталась в этом самом картридере, а я всегда вытаскиваю карточку, где бы я ни стоял, неважно. Ну, будет читать мне какое-то нарушение, потом я объясню, что я был в сервисе, так скажем. Ну, что еще? Тогда я заехал в Трелеборг, встал на паузу до утра, поехал на паром. Ну, открыл смену, поехал на паром, заехал на паром в 10:00 ровно. И тогда только закрыл смену и поставил паром. С парома, на пароме 11 часов постоял, но мне этого мало было. Мне в 24-ку надо стоять. И причем начать я и должен был именно в субботу в 4 часа вечера. Я и начал в 10 на пароме. Съехал с парома где-то в 7 часов. Даже позже там получалось. Как-то там получалось чуть-чуть. Ну да. 10 он должен был в 11:30. Ну, короче, там уже 11 часов я отстоял. Съехал с парома, в течение там 30 минут заехал сюда к сервису, нашел место. Встал, отстоял и 8 с копейками открыл сегодняшнюю смену. Заехал. Ну, сначала сходил в сервис, узнал, да, говорит, подъезжай, все дела. Заехал, проверили диск.
сказали сумму, я позвонил, сказал мне и оплатил. Так что вот так. 200 километров. Сойдите с автострады. Ну, а сейчас, как говорю, едем в магазин, а потом 280 километров до выгрузки. Как-то так. Погода уже вроде улучшается. Так. Фотошоп сначала поставим. Ну, не знаю насколько, потому что непонятно, что это с погодой творится здесь в Европе. Настроение нормально, немножко голова болит от этих перепадов. Не от того, что там что-то злоупотреблял или употреблял. И, кстати, где я стоял, напротив автомат такой, блин, интересный. Евро 50. Можно шоколадки взять, можно колу взять, даже можно какую-то водку взять, или ликер маленький, чекушки. И пиво можно взять. То есть условия такие нормальные. И поскольку у меня там уже заканчивались продукты, я пошел, купил там 3 шоколадки, по-моему. Вчера последнюю банку тушенки с вермишелью забацал, позавчера вечером. Вчера съел в течение дня. Вот. А тогда у меня каши, роллтоны остались. Ну что это за... Каша это утренний рацион, каша, кофе. И все. Надо сейчас посмотреть какой-то курятины, булочек набрать. Попить набрать. Да. Бутылки сдать, банки, чтобы мне не мешали, немецкие. Так что вот так. Ладно, едем в магаз, потом продолжим. Ну что, быстренько затоварились, полную сумку. Фух. Вот, пока я ехал, пришли мне денежки от Игоря. Еще надо заехать сейчас тут заправиться на Авиа Стейшн. Ну это тут самое. Ой. Там, где мы обычно заправляемся, тогда уже все эти дела разделю. 15 минут я отсюда 15 минут ехал. Поехали на заправку. Наверное, на ту заправку, где я вообще, в принципе, должен стоять. Сейчас посмотрим паркинг. Какой? Полный, не полный? Сотня. Сколько он сказал? Сотню надо записать. По-моему, 100 литров он попросил заправить. У меня 230-300 литров. Фиг узнает, может опять на Швецию пошлют. Сейчас направо. Ну, нормально, говорю, ребята. Спокойная работа, без всяких там проблем. Да, я там ни разу не заправлялся. Кстати, я, блин, вышел из графика заправок, я вам скажу. В Германии редко мы заправляемся. Ну давай. Ну что, друзья мои, заправились. Теперь с Богом. О, погнали уже. Пора ехать. 3:30 у меня езды. За один раз, я думаю, доеду. Пол-второго, главное, чтобы пробок не было. Тогда будет все очень хорошо. Сейчас
сторону Ганновера идем. Вообще сервис хороший был, я вам скажу. Быстро все сделали, блин. Без всяких заморочек. Ну, я, в принципе, из грузовых один и был. Так скажем. Там легковых было много, а грузовой я один. Ох. Последняя неделька, ребята, на кругах. Прошлой неделе, конечно, немножко вымотала. Ну, не тяжело было, просто это Швеция, эти паромы. Вот, как бы поэтому. И не только меня, и Андрюха, говорит, задолбала эта Швеция, эти паромы. Ну, этот паром еще с Трелеборга на Травемунде нормальный. Там нормально грузят достаточно быстро. А вот из Травемунда в Трелеборг, ну его нафиг, блин. Можно время так потерять, что мама не горюй. Единственный, я говорю, способ. Проехал, поставил стульчики, чтобы, ну, не сбросилась пауза. По-другому никак, потому что там, блин, нехило не так. Ну, это я еще помню со старых времен. Там бывало на 1,5 часа, блин. Один раз на 1,5 часа ждали мы загрузку. Это пипец. Если ты дернулся, то ну его нафиг. Я надо, блин, до самого конца ждать. И тогда уже заезжать. А этот Росток, это вообще убийственный. 6 часов всего, ни туда, ни сюда. Если ты там потерял время на загрузке, ну я имею в виду Травемунда Росток. Ой, вернее, Росток, Трелеборг или Трелеборг Росток. Ну, в Трелеборг еще вы там можете найти, где отстоять. А вот в Ростоке уже, блин, там фиговасто. Надо там искать паркинги. Ну и вообще Швеция, блин. Так, в этом плане, если у тебя все с пайки хорошо, то все хорошо. Ну, расстояния такие большие, надо, блин, успеть, блин. Я по 720 проехал с паромом. Надо было проехать. Я не только проехал, но я еще и выгрузился. И еще... Крутые правый. Не, 650 я проехал до выгрузки, потом еще проехал до места загрузки. И на следующий день 650. И причем это не по скоростным все, знаете, а где-то четверть, даже треть по националкам шведским. Ну, зато весело, ничего страшного. Андрюха, говорит, задолбался. Ну, и паромы такие, как я говорил, один, блин, без телевизора, но интернет есть. Там вне каюты, слабенький, но есть. Это ТТ-лайнерский из Трелеборга просто. Финлайнс из Травемунде на Трелеборг. Есть телевизор, но нету интернета вообще никакого. А вот это лайнерский, этот Робин Гуд, мне подвезло. Там и телевизор есть, и интернет в каюте есть. Вот закачал я туда 2 видоса, 2,5, можно сказать. Поэтому в этом плане мне, блин, прикалывает стоять в Родме. Самое оптимальное место. Если в магазине нужно, Родме, заехал и встал. А если нужен магазин, то, конечно, Тарп. Тарп — это самое то. В принципе, я пользуюсь 2 магазинами. И разница, в Тарпе есть Lidl. Здесь вот, а здесь Aldi Famila. В Родме ничего нет. А в Тарпе, да, Lidl. Там и Lidl, и Aldi, и, по-моему, Рева. Нет, здесь тоже Рева есть. Нет, здесь Рева нету, здесь еще, как он называется, Action магазин. Это в Рейнфилде.
А в Тарпе есть еще там Аревы. А мне нужно Lidl, мне нужно капсулы купить, поймать на скидках. В Aldi смотрю капсул для Nestle Dolce Gusto. Нету почему-то. Вообще не было. Может, Фамила есть. В Lidl точно есть. Я вот в прошлый раз за их нормальная цена обычно 10 евросов, упаковка в 30 капсул. Я покупал за 6, ну почти за 7. И, кстати, я заметил, эти капсулы почему-то в Голландии дешевле стоят, чем в Германии. Фиг его знает почему. Мне же купить Наташе отвезти, потому что там в Беларуси уже закончились капсулы. Так, ну что у нас тут такое? Едем. Давно же тебе уже моргнул, чтобы ты меня объезжал. Ой. Ладно, погнали. Через 3 километра, потом будем уходить куда-то, на Ганновер. Ганновер и Бремен. Километров на Ганновер. Нам в Гамбург скоро. Сначала Гамбург надо пройти, а там в пробку не попасть бы. Фу. Go ahead. Погнали. Ребята, ну вот я вроде как бы приехал. Что дальше? Registration in office. Надо идти в офис сначала, что ли? Регистрироваться. Пойдем в офис сходим. 4:16. 4:16. О! Я проголодался, ребята. Ну что, выгрузили? Теперь поехали нам сколько мы тут? 90, 102 километра показывает, этот показывает 95. Поехали на загрузку. Загрузка у меня завтра с 7 утра. Выгрузка у меня послезавтра в Дании. То есть завтра буду в Ротбе ночевать. Хорошо заправимся. Все дела. Как-то так. Ну а сейчас все, в путь. Поедем. Куда нам ехать? Отмена. В сторону чего? В сторону Оснабрюка. Елки-палки. Вот мне там как раз буду стоять я. Где Андрюха стоял? Где-нибудь на лесном паркинге. Все. Порядок, порядок, там порядок, тут порядок. Все. Теперь ленивца можно поднять. Колеса все в порядке у меня. Ой. Нормально. Тетка там такая хорошая. Написано "Don't forget about smile". Или "to smile". Я говорю, я читаю, она смеется, я говорю, "That's so nice". Звучит хорошо. Ну и вообще здесь доброжелательно. Сказала сразу, вот тут паркинг, заезжаешь, и сразу оба борта открываете, и все будет чики-пуки. Так и сказала. Everything will be чики-пуки. Ну зашибись. Андрюха прислал, что он тоже в Ротбе. Мы завтра с Андрюхой, наверное, в Ротбе спотыкнемся. That's so nice. Ротби это хорошо. Надо с утра пораньше загрузиться и погнать в Ротби, и все. Забить места с Wi-Fi и грузить видосы.
то Санька мне говорит, что у тебя с Wi-Fi туго, говорит, один видео в 10 дней. Нет. Ну и я смотрю, что если часто забрасывать видосы, просмотры небольшие получаются. Надо остепениться. Снимаю это через день, а вот заливать надо пореже. Ну, извините, такая ситуация, я понимаю. Кто-то просто заходит, смотрит, послушал и вырубил. Как Витек говорит, ой, ты так дотошно рассказываешь, трудно смотреть. Я говорю, так не надо же смотреть, Витя. Взял и слушай. И то, если у тебя с интернетом порядок. Ну, Витек там в Голландии работает, в Ситрансе. У него там с интернетом все чики-пуки. У меня, кстати, еще одна карточка есть. Запасная, хотел Женьке подогнать, но Женька что-то решил задержаться с дальнобоем. Это раз. Второе, самому пригодится. Может быть, моя, как это, заблокируется через 6 месяцев. Через 3 она как бы блокируется временно. Ее нужно возобновить. А если через 6 месяцев ты ее не возобновляешь, она уже блокируется навек. На веки веков. Слева чисто, справа чистоган. Поэтому потом пригодится, мало ли. Крутые левый. Крутые левые. Крутые левый. Крутые правый. Крутые Мне там правый. низко или что, мне так кажется. Зад низко стоит. И мне так кажется. Вроде ничего. Ну, не до этого, не до отбойника, но почти тот самый. По асфальту ломит. Брызговик, ну ладно. Но я скажу, что мы проедем какое-то расстояние и будем уже паркинг искать. Время у нас здесь 3:30. Смело час можно ехать. Там тогда там уже, по-моему, Автохов будет. И предпоследний паркинг через 88 километров. А до Автохофа паркинг через 35 километров. Не знаю. Конечно, я могу, как обычно, ребята, вы меня знаете. Блин. Доехать и до места погрузки. Это элементарно. Да, я думаю, что не поеду я до места погрузки. Хотя, знаете, как обычно, я, говорю одно, по факту другое получается. Типа надо, мне... Пойду на последний паркинг, если он занят, тогда пойду на место погрузки. Так и будет. Погода, видите, улучшилась, 11 градусов. Там тепло, кстати, было. Все в порядке. Ой, я сегодня такой ужин забацаю, блин. Ох! Вот у меня есть сейчас выбор. Ребрышки, желудочки. Что там еще у меня есть? Не, ребрышки или желудочки. Сосиски я этот раз не брал. А может одновременно и ребрышки или желудочки. Вернее так, я сделаю. Я отварю желудочки, их съем. И в этот же бульон половину ребрышек заброшу. Вот. Хотя, может быть, надо было сейчас забрасывать. Пока едешь, это все бы там парилось. Как-то я вот не продумал. Ну, в смысле, включите, пускай варится. Ну ладно. Кстати, вот у ребрышек, у них удобная такая большая пластиковая коробочка. И она мне как раз, я в нее вставляю мультиварку. И если там идет, перекипает, да, через верх, то в нее выливается. А раньше, я ставил поднос,
на подносе она елозит по кабине. Один раз даже, перевернулась. Вот, а здесь нет. Это раз. Если поднос не ставите, на этот самый, на палубу машины, кабины выливается. Ну, на пол, в смысле. Как-то вот так. Ну ладно, едем в сторону Оснабрюка. Ну вот по 30-ке как раз вот, как этот самый ехал. Как его? Андрюха, вот по 30-ке, и он вот на первом паркинге был. Кстати, нет, он был, когда с 30-ки съезжаешь, первый паркинг. А, нет, он, по-моему, тогда в обратном направлении ехал на 30-ку, да. Хотя, блин, да, в обратном направлении в сторону Голландии. Там опасный паркинг, там всегда писали в Хестеркампе, что типа very, very danger, very bad parking place. Слишком часто там типа режут, воруют. Что там? Зацепилась одна или отцепилась? Не отцепилась. Короче, тряпка. Как-то вот так. Ладно, поедем.